Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Изжогу вылечит мед. 3 простых рецепта. Причиной изжоги является повышенная кислотность. Лечение изжоги медом позволяет нормализовать кислотный баланс и избавиться от недуга. Причин у данной болезни может быть много, и это не обязательно пряная или острая пища, может быть и лишний вес, и даже беременность. Однако большинство проблем связано именно со злоупотреблением едой. Так как причиной неприятных ощущений в случае изжоги так или иначе является повышенная кислотность желудочных соков, лечение во многих случаях подразумевает ее понижение. Курящим людям настоятельно рекомендуется прекратить это занятие. Похудеть также не помешает. Польза меда. Особое место в народной медицине при лечении текущего заболевания занимает особый продукт пчеловодства – мед. В обычном состоянии его используют довольно редко, зато разные смеси, например, с алоэ или с молоком, дают отменный результат. Делаются они быстро, а снятие боли и неприятных ощущений происходит очень скоро. Еще можно смешивать мед с чистой теплой водичкой, что также понижает уровень кислотности. Крайне важно понимать, что после того, как принималась пища, стоит избегать нагрузок на организм. Также не нужно наклоняться и бегать, даже если употреблялся мед для лечения изжоги. Рецепты из меда от изжоги. Естественно, при редкой изжоге поможет обычная столовая ложка меда, разведенная в стакане теплой воды. Такое средство неплохо справляется с недугом при слабых его проявлениях. Достаточно всего 2 таких стакана за полчаса до приема пищи, утром и вечером, чтобы хворь отступила, а через месяц и вовсе перестала о себе давать знать. Вместо обычной воды желательно брать минеральную, с высокой концентрацией щелочи. Однако при частых приступах изжоги для качественного лечения лучше пользоваться другими смесями. Алоэ с медом. Довольно часто при лечении изжоги пользуются именно рецептом смеси меда с алоэ. Такая микстура имеет очень мягкий вкус и незамедлительно действует, снимая горечь во рту и боли в желудке. Ингредиенты. 100 грамм натурального пчелиного меда, желательно жидкого. 100 грамм сока алоэ. Если сока с растения нет, то вполне сгодится его мякоть. Для этого парочку веточек можно пустить через мясорубку, предварительно избавив от колючек, либо перетереть на терке. Употреблять надо каждый раз перед едой, но не позднее, чем за 40 минут до нее. Молоко с медом. Еще один хороший рецепт, позволяющий вылечиться от изжоги – употребление смеси из следующих компонентов. Стакан теплого натурального молока, столовая ложка меда. Приготовление. Мед не обязательно должен быть жидким. Даже если он засахарился, то его всегда можно разогреть на водяной бане вместе с молоком. Не надо только забывать постоянно помешивать, чтобы ускорить растворяемость. А также потому, что продукт пчеловодства может осесть на дне керамического сосуда и прилипнуть к нему. Пить такую смесь для лечения стоит каждый раз перед тем, как есть. Однако, таким образом, чтобы до еды оставалось как минимум час времени. Кроме того, такое изделие можно употреблять тогда, когда начинают донимать неприятные ощущения изжоги. Это снимет болевые ощущения, а также уберет неприятный горький привкус. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.